Сегодня приготовим простой, быстрый и при этом очень вкусный рецепт – фаршированные яйца. Выручит вас и на завтрак, и на праздничный стол. А чтобы было интереснее, покажу сразу два варианта со свеклой, сыром и более насыщенный с грибами и луком. Готовятся просто и все продукты есть под рукой. Как всегда, список продуктов вы найдете в описании под видео. Начнем с того, что я заранее отвариваю яйца. Кладу их в холодную воду, довожу до кипения и варю ровно 7 минут, чтобы желток получился желтым и не переварился. Затем сразу окунаю яйца в холодную воду, так их легче чистить. Кстати, напишите в комментариях, как у вас с этим. Удается ли легко снимать скорлупу? У меня бывают моменты, когда скорлупа прилипает. Надеюсь, поделитесь своими лайфхаками. Разрезаю яйца пополам, аккуратно достаю желтки и выкладываю их в отдельную миску. Беру вилку и разминаю. Нужно получить однородную массу для начинки. Свекла у меня уже отварная. Натираю ее на мелкой терке. Именно мелкой, чтобы начинка была однородной. Добавляю к желткам и свекле твердый сыр. Он придает пикантность и сытность блюду. Через чесночный пресс выдавливаю пару зубчиков чеснока. Не переживайте, чеснок здесь не перебьет, а только сделает вкус насыщеннее. Сюда же добавляю майонез, черный молотый перец и немного соли, хотя советую сначала попробовать начинку, иногда соли хватает и так. Перемешиваю все тщательно и аккуратно, начиняю белки. Можно украсить зеленью, а можно сделать праздничный вариант. Сверху на начинку выкладываю кусочки слабосоленой селедки. Добавляю чуть-чуть сладкой горчицы в зернах, кружочек лука и свежую зелень. Такая закуска точно не останется незамеченной на столе. Яркая, красивая и очень вкусная. Переходим к следующему варианту. Для этого нарезаю шампиньоны кубиками. Кто любит мельче, кто предпочитает покрупнее, главное, чтобы грибы и лук были примерно одинакового размера. Тогда они равномерно прожарятся. Лука беру побольше, режу тоже кубиком, он отлично дополняет грибной вкус и добавляет аромат. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться и включить колокольчик. Так не пропустите новые простые и вкусные рецепты. На сковороду кладу немного сливочного масла. Оно придаст блюду мягкость и сливочный оттенок. Обжариваю лук до прозрачности. Потом добавляю грибы, солю и перчу по вкусу. Если хотите сделать вкус более ярким, советую добавить немного специй для грибов или щепотку сушеных белых грибов, измельченных в порошок. Готовлю на среднем огне, пока лишняя влага не испарится, а грибы станут мягкими и ароматными. Очень важно дать начинке немного остыть, чтобы потом было удобнее с ней работать. Обязательно пробую, смотрю, достаточно ли соли и перца. Пока начинка отдыхает, занимаюсь вареными яйцами. Разрезаю их пополам, аккуратно достаю желтки, которые пойдут в начинку. Белки выкладываю на тарелку, лучше сразу на ту, в которую буду подавать. Грибы с желтками взбиваю в блендере. Для подачи использую кондитерский мешок с фигурной насадкой. Так фаршированные яйца выглядят намного наряднее. Украшаю ломтиками редиса и зеленью, хотя это лишь один из многих вариантов. Можно добавить ломтики свежего огурца, тонко нарезанный болгарский перец, маслины, каплю соуса песто или просто веточку укропа. Кто-то добавляет помидоры черри, кто-то лепестки зеленого лука или немного тертого сыра. Расскажите, как вы готовите фаршированные яйца. Может, у вас есть свои секреты или необычные начинки? Готовьте с удовольствием, радуйте близких и не забывайте, что вкусные и полезные рецепты не обязательно должны занимать много времени. До встречи в комментариях и следующих видео.